Они видели вход. Все, кто его видел, либо исчезли, либо вернулись измененными навсегда. Тибетские монахи шепчут о нем только в самых темных пещерах. Русские ученые сняли это на пленку в 1999-м, и пленка засветилась. Это история о Каайласе и о том, что находится под ним. Здравствуйте! Вы на канале «За пределами известного». Сегодня гора, которую не покорил никто. Никогда. Лучшие альпинисты планеты получали разрешение и отступали. А те, кто подходил слишком близко, возвращались стариками. За 12 часов. Что не так с этой горой? Устраивайтесь поудобнее. Сейчас вы узнаете то, чего вам не расскажут ни в одном учебнике. Райнхальд Месснер. Человек, первым покоривший все 14 восьмитысячников планеты. Получил разрешение взойти на Кайлас. И отказался. Его слова: «Если мы покорим эту гору, мы покорим что-то в душах миллионов людей. Никакая гора этого не стоит. Я не сделаю этого». Что он там увидел? Что заставило этого человека отступить? Они уходили молодыми. Возвращались другими. Один и тот же маршрут. Одна и та же тропа вокруг горы. Но кто-то, по словам спутников, старел на годы за несколько часов. Кто-то не узнавал жену. Кто-то после возвращения замолкал на месяцы. И самое странное, это происходит не со всеми. В одной группе. В одно и то же время. На одной тропе. Один возвращается обычным. Другой не возвращается совсем. Это не выдумка одного автора. Это истории, которые рассказывают вернувшиеся. И ни наука, ни религия не объясняют их до конца. Сейчас вы поймете, почему. Тибет. Округ Нгари. 6638 метров над уровнем моря. Гора Кайлас. Священная сразу для 4 традиций – индуизма, буддизма, джайнизма и древней религии Боны. Для индуистов – это трон Шивы. Для буддистов – обитель Димчобе. Для джайнов – место, где первый учитель достиг освобождения. Для бонцев – ось мира. 9-этажная свастика-гора. 4 религии, которые почти ни в чем друг с другом не согласны, согласились в одном. Это место не такое, как остальные. И вот что странно. На вершину Каайласа официально не поднимался никто. В 1985 году разрешение получил испанский альпинист Хесус Мартинес Новас. Он отказался после давления религиозных организаций. В 2001 году испанская экспедиция Серхио Мартини тоже отступила. Райнхальд Месснер отказался еще раньше. Эверест покорен более 11 тысяч раз. Кейдва – больше 700 раз. Аннапурна – самая смертоносная вершина планеты – около 200 раз. Кайлас – 0. Что они все знают такого, чего не знаем мы? Маршрут паломников. 52 километра вокруг горы. Выше – перевал Драл-Мале, 5630 метров. Каждый год десятки тысяч людей проходят этот путь. Большинство возвращается прежними. Некоторые не возвращаются вообще. И есть третья категория. Те, кто возвращается, но не до конца. Конец 90-х. Россия только что открыла себя для большого мира, и большой мир открылся для России.
Российский офтальмолог Эрнст Молдашев организует экспедицию к Айлосу. С ним врачи, геологи, операторы. Сразу скажу честно, научное сообщество относится к выводам Молдашева скептически. Его книги – это не научные статьи, а авторская гипотеза. Но именно с его экспедиции 1999 и 2000 годов в русскую культуру пришло то, о чем раньше говорили только тибетцы. Зеркала Айлоса. Каменные плиты у подножия горы. Гладкие, отражающие, формой похожие на гигантские параболические антенны. Молдашев утверждал, эти зеркала искривляют время. Доказательств в виде приборных замеров нет. Но участники его экспедиции говорили об одном и том же. Ускоренный рост волос и ногтей. Потеря счета часам. Сны, которые невозможно отличить от яви. Ощущение, что тело не свое. Можно сказать, коллективная галлюцинация. Можно внушение. А можно вспомнить, что про эти же зеркала тибетские монахи рассказывают 12 веков подряд. И задолго до Молдашева. И задолго до того, как кто-то на Западе вообще услышал про эту гору. В среде альпинистов и паломников ходят истории. Один человек после обхода вокруг Айлоса целую неделю не узнавал собственную жену. Группа индийских паломников утверждала, что прошла перевал Дралмала за 5 часов. По часам сопровождающего шерпы – 12. Третья группа – наоборот. Им казалось, что они шли 3 суток. Реально – 1 день. Часы у всех были разные. Память у каждого своя. Но расхождение со временем одинаковое у всех. В 2000-х российский исследователь и режиссер Сергей Балалаев совершил несколько раз обход вокруг Айлоса. Снял документальные фильмы. Брал интервью у местных лам. В отличие от Молдашева, Балалаев в формулировках осторожен. Он не утверждает мистики. Он фиксирует то, что не может объяснить. В одном из его интервью звучит фраза, которая стала почти крылатой среди тех, кто там был. Айлос не отвечает на вопросы. Айлос задает их. И когда ты возвращаешься, ты понимаешь, что главный вопрос был не о горе. Он был о тебе. Эта фраза – ключ ко всему, что будет дальше. Потому что есть один случай, после которого молчат даже скептики. – 1985 год. По неподтвержденным данным, 4 альпинистов. Опытные. Без официального разрешения. Они подошли слишком близко к северной стене Айлоса. Они хотели то, что не делал никто. Подняться. Через 12 часов их нашла спасательная группа. Внизу. У подножия. Все живы. Все старики. Морщины. Седина. Дряблая кожа. Атрофия мышц. По описанию очевидцев, состояние тел соответствовало возрасту 65-70 лет. Самому старшему из них на момент восхождения было 32. Через год все 4 мертвы. Сердце. Сосуды. Легкие. Тело, как у глубоких стариков. Эту историю описал Эрнст Молдашев со слов местного врача. Имена альпинистов в открытых источниках не названы. Медицинских заключений в публичном доступе нет. Эта история передается устно, среди альпинистов и эзотерических исследователей. Можно сказать, это городская легенда.
Но почему она живет? Потому что в более мягкой форме ее повторяют слишком многие. И здесь снова появляется Райнхольд Месснер. Когда журналисты спросили его, почему он отказался от Каэлоса, он ответил подробнее. Эта цитата задокументирована в его книге «Моя жизнь на пределе». Есть горы, на которые мы поднимаемся, чтобы доказать что-то себе. И есть горы, которые сами решают, кому подниматься. Каэлос из вторых. Я слышал слишком много историй от людей, которым я доверяю, чтобы принять это решение легко. Кому доверяет Месснер? Шерпам, с которыми он прошел Эверест без кислорода. Альпинистам, которые видели смерть в лицо. Людям, которых невозможно впечатлить тибетским фольклором. Если они ему что-то рассказали, это весит больше, чем десяток научных отчетов. Что они ему рассказали? Этого мы, скорее всего, не узнаем никогда. Давайте по-честному разберем, что может объяснять эти истории. Без мистики. С фактами. Версия первая. Высотная физиология. На 5630 метрах кислорода в воздухе вдвое меньше, чем на уровне моря. Через 6-8 часов на такой высоте у неподготовленного человека начинается высотный когнитивный дефицит. Замедление реакции. Ошибки памяти. Эйфория. В тяжелых случаях галлюцинации. Это объясняет искажение времени. Это объясняет провалы памяти. Но это не объясняет, почему в одной и той же группе, на одной и той же тропе, один человек возвращается прежним, а другой не помнит 3 лет своей жизни. Версия вторая. Геомагнитные аномалии. Здесь твердый научный факт. В 2007 году Институт исследований тибетского плато Китайской академии наук опубликовал данные о повышенной магнитной активности в районе массива Гангдиси, частью которого является Каэлос. Гора сложена породами с высоким содержанием железа и кварца. Коомпас здесь действительно плавает. Более того, миссия Грейс, совместный проект НАСА и немецкого центра авиации и космонавтики, при картировании гравитации зафиксировала в этом районе аномальное гравитационное поле. И вот тут начинается интересное. По общей теории относительности Эйнштейна, где сильнее гравитация, там медленнее идет время. Это не мистика. Это физика. Подтверждено атомными часами на спутниках GPS. Эффект на Каэлосе микроскопический. Доли секунды на годы. Но направление эффекта реальное. Время в этом месте идет иначе, чем за 100 километров отсюда. Не на годы. На доли секунды. Но иначе. Так почему же тогда альпинисты состарились так стремительно? Версия третья. Психосоматика. В психиатрии есть понятие «Иерусалимский синдром». Паломники в Иерусалиме переживают мистические состояния, иногда переходящие в острый психоз. Описан израильскими психиатрами с 80-х годов. Аналогичные эффекты зафиксированы. На пути Сантьяго де Компостела. На горе Афон. В Лурде. У паломников хаджа в Мекку. Каэлос – место такого же класса. Часть изменений происходит в голове еще до того, как нога ступила на тропу. Но психосоматика не отращивает волосы за ночь. И не делает 30-летнего человека стариком. Ни одна версия не объясняет все. Все вместе объясняют большую часть. Но не все. И именно это не все заставляет людей возвращаться к Каэлосу снова и снова. «Я не уверен, что вернулся весь». Эту фразу сказал участник российской экспедиции к Каэлосу в интервью 2008 года.
Через 3 месяца после этого интервью он умер. Сердце. 41 год. И таких случаев больше, чем хочется думать. Райнхольд Месснер сказал еще одну фразу, ее не часто цитируют. В одном из последних интервью о Каэлосе его спросили, что он думает, когда вспоминает об этой горе сегодня. Некоторые горы существуют, чтобы их покоряли, а некоторые, чтобы напоминать нам, что мы не главные на этой планете. Каэлос – это вторая категория. И я надеюсь, что он останется непокоренным. Иначе мы потеряем что-то очень важное в самих себе. Но я рассказал вам только одну загадку Каэлоса. А их десятки. В следующем видео вы узнаете о 2 озерах у подножия горы. Одно исцеляет, другое убивает. О саркофагах с 5-метровыми гигантами, спящими в состоянии самадхи 1000 лет. О пещерах, из которых не возвращаются. И о тайне, которую тибетские монахи доверяют только перед смертью. Подписывайтесь. Следующее видео уже скоро. И поверьте, оно будет еще более захватывающим. До встречи на канале «За пределами известного».